Гем 12 мини-ПК. Гем 12 мини-ПК, и многие подумают, что это конкретно на 7840 HS. Нет, это вариант дешевле. На AMD Ryzen 69 2.0 HX. Достаточно интересный. Это Ryzen 9. С графикой Radeon 680M. С поддержкой DDR5 памяти, при том, что у него есть 2 гигабитных LAN-порта, каких гигабитных? 2,5 гигабитных, что ж я ему занижаю это все постоянно. И он был бы интересен нам, сказали бы вы, если бы он был бы 7840. Однако нет, ребят, я специально сегодня вам его показываю, я специально его купил. Это AUSTAR, как она называется вообще-то, AOO-STAR, но вообще AUSTAR, ну не знаю, как они его правильно читают. Тут есть один немаловажный аспект. Этот комп подходит не просто для работы. Он не просто правильно спроектирован, потому что у него есть, видите, высокие ножки, а снизу дополнительное охлаждение для SSD-шников, которых здесь можно 2 поставить, для памяти, которую можно в двухканале DDR5 завести до 64 гигов. Не просто. У него есть вот этот вот порт OcuLink. То есть вы сюда можете напрямую подключать PCI-Express устройства, в частности видеокарты. Намного быстрее, чем через Thunderbolt. Здесь, кстати, вот эти вот Type-C-шки USB 4 есть и спереди, и сзади. Это прям делает его очень интересным вариантом. И данный мини-ПК. То есть можно взять 7840 и пробовать там играть на встройке 780M. Да, вы на ней можете поиграть даже Cyberpunk 30 FPS. Но вот в такой реализации, я вам скажу, я заинтересовался, потому что у меня был Asus ROG Strix, игровой конкретный от Asus ноутбук G713, многие видели его обзор у меня на канале, с конкретно таким процессором AMD Ryzen 9 6900HX в связке с 3060 видеокартой. Это шикарная связка. Вы можете играть во все, что угодно. Сюда можно на внешний OcuLink завести вплоть там, до 4070, пожалуйста, если готовы вкладываться. За его цену вы получаете очень неплохой, хорошо проработанный вариант, стабильный вариант, на котором можно не просто работать, а еще и при определенных вложениях поиграть. Подходит для тем, кому нужна компактность, кто ценит компактность, мобильность, потому что это можно забрать с собой. Ну, например, да, у вас есть какой-то момент, там стоит дома этот кейс с картой, вы там играете, там, потом вам надо куда-то поехать, вы с собой взяли там этот комп и поехали. И при том, что даже на встройке на 680, да, это Zen 3 Plus у нас, не Zen 4, как 7840, можно поиграть в полноценные танчики спокойно. Какие-то старые игры, я в Tomb Raider играл свой любимый, в котором я не могу его все никак пройти, уже задолбал меня за столько лет, я его прохожу по 15 минут в неделю. Можно тоже поиграть, но рассчитывать там на комфортный гейминг, например, в каких-то там серьезных пабгах и тому подобное, как на 7840 нельзя. Но при этом он стоит же дешевле, чем 7840. И на нем можно смотреть 4К видео, работать с графикой, например, с фотошопом, он очень для этого хорошо подходит. То есть сам по себе этот Гем 12 интересный вариант. Сейчас мы его распакуем с вами. Перед этим вы, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. Уже в процессе игры мы посмотрим, сколько он стоит. Потому что его можно взять и с памятью, и без памяти, и с SSD, и без SSD. Короче, там можно разные варианты сюда набрать. Есть мультимониторинг, говорю сразу, здесь есть огромное количество портов для подключения. То есть 3 минимум экрана можно сюда врубить. 2 LAN RJ45 подходит для тех, кому нужна стабильность, например, с провайдера на провайдер переключаться, либо заагрегироваться 2 по 2,5, если ваш роутер поддерживает. Кто не знает, это можно сделать 5 гигабитный, например, для обмена быстрого информации с NAS сервером. Это все можно на нем делать. Сейчас переходим с вами, смотрим, распаковываем, тестируем и возвращаемся на выводы. Так. Мини-ПК. Ну, здесь у нас, видите, что написано. 16 на 512. Все очень просто. Это Гем 12 на 6900 HX проце. Давайте снимаем. Кстати, гемы прикольные компы. Сейчас смотрим, что у нас тут есть. Есть юзер-мануал. Открываем. И сам по себе гем достаем. И достаем коробочку с аксессуарами. Опа, все. Давайте рассмотрим сам по себе мини-ПК.
Что у нас есть на бачках? Так, снизу мы видим сразу корпус охлаждения, вернее, вентилятор охлаждения. Высокие резиновые ножки, наконец-то правильно сделанное охлаждение. Сверху металлическая решетка, GEM 12, AO Star. Спереди два USB 3.0. У нас есть Type-C, USB 4, ни хрена себе. Oculink есть. Да ладно, слушайте, а. Вот это прикол. Есть HDMI, DisplayPort, 2 Type-A 2.0, есть USB 4 еще один, и есть два 2,5 гигабитных порта. Ни хрена себе, слушайте, я, честно говоря, не ожидал. Сейчас посмотрим, сможем мы разобрать, посмотреть, что у нас в серединке. Да, однозначно сможем. Слушайте, это прям интересный мини-ПК с Oculink. А ну, слушайте, давайте перед тем, как мы его разберем, посмотрим, что у нас есть еще в комплекте. В комплекте все очень просто. Нифига себе, это классный HDMI. Ладно, HDMI. Есть крепление сзади, для того, чтобы сзади его крепить. Блок питания под китайскую вилку, ну, есть как есть. Радиатор под SSD. Есть еще термоинтерфейс и переходничок. Ну, переходничок говно, сразу говорю. А вот эти вот ништяки все, это прям вот топово. Ладно, давайте его разберем. Так, давайте скрывать. Ага, есть. Давайте винтики скинем, наверное. Так будет правильней. Смотрите, длинные винты какие. 4 винта. Опа! Вот это прикол. Вот это прикол. Можно расширить память. Можно поставить еще один SSD. В принципе, для этого у нас и вот этот вот комплект охлаждения под SSD. Это очень классно. У нас изначально стоит 16 гигов, DDR5. Это не DDR4, чтобы вы понимали. Давайте посмотрим на нее поближе. PC5 3840, CL40 тайминги, в принципе 4800 память, можно в принципе подобрать даже вторую плашку беспроблемно. И будет она в многоканале работать, это очень классно. По Wi-Fi, Wi-Fi 6, 210 NGV, совсем неплох комплект. А вот этот вот охладитель, правильно сделан конкретно на SSD и на память. Прям топ. Потому что здесь свое охлаждение. Вы видите, там есть ноутбучное охлаждение, стандартное ноутбучное. И вот это мне очень сильно нравится. Батарейка КМОС, посадочное место под еще один SSD M2 формата. Слушайте, прям топчик. Я готов, в принципе, пойти уже его настроить и тестировать дальше. Ха-ха, смотрите, во что играют. В Tomb Raider. Да, старенький Tomb Raider. Вы это все прекрасно знаете, но играть можно. Несмотря на то, что здесь Zen 3 Plus платформа, архитектура, а не Zen 4, как у 7840, но наличие Oculink дает ему возможность подсоединить через Oculink внешнюю видеокарту на скоростях выше, чем Thunderbolt. Да, и это уже будет у вас полноценный комп, при том, что 6900HX у меня работал Asus ROG Strix, давайте уже закрывать это будем, в Asus ROG Strix G713. А там был, знаете, как 6900HX плюс видеокарта RTX 3060 RTX. Вот. $409 он стоит на AliExpress.com. Но есть промокод, если вы на .com закупаетесь, в описании под видео, как и ссылка, и можно купить прям со скидкой, еще дешевле будет. Можно купить вообще без памяти SSD и в принципе получить там, допустим, его за 326. Но я не заморачивался, брал базовый вариант, еще потом 16 докину с такими же характеристиками, там CL40 с таймингами найти достаточно легко. При том, что уже NVMe-шечка есть. Если не хотите заморачиваться с Oculink, конечно же, можно взять на 7840 HS, но там цена уже нифига себе дороже. А если вам для работы, так 6900 HX, поверьте, хватит с головой. Хотя они здесь везде показывают конкретно про 7840. Два лана, видите, они конкретно про него, и про этот 6900 они очень аккуратненько обошли стороной саму информацию. Но не стоит расстраиваться, мы вам всю эту информацию преподносим, мы для этого и работаем.
Если говорить о самом процессоре, то мы видим, что это AMD Ryzen 9 6900HX на сокете FP7 Rembrandt. Это у нас архитектура, ну и кодовое имя. 16 гигабайт кэш третьего уровня, 8 ядер, 16 потоков. И само собой он там достигает до каких-то определенных высот. Но мы будем фактическими цифрами оперировать в тестах, которые получили. У нас память DDR5 16 гигабайт, хотя одна плашка, он в субканалах, в двух субканалах работает по 32 бита, но фактически что будет равно одному каналу на обыкновенной памяти. Но я вам объясню, если вы поставите сюда вторую плашку, то будет у вас 4 субканала, либо двухканальная память полноценная. Это очень классно будет. Стоит сейчас, как мы видели на разборочке, DDR5 4800 на микроне, кстати, слушайте. И плюс по быстродействию он равен примерно, даже обгоняет Core i7 10700. А если брать уж так совсем интересно, то вот мы же просто тестируем 8 ядер 16 потоков, то это приблизительно он чуть-чуть отстает там на 500 баллов в одноядерном тесте, и в многоядерном буквально на чуть-чуть отстает от Core i9 11900K. Это прям хороший результат на самом деле. По видеокарте, как мы понимаем, что это 680, мобильная версия Radeon, 128 бит, ну тут 512 мегабайт, не смотрите, она динамическая, она будет выделяться еще дополнительно, но это в принципе такой базовый уровень. По SSD, хотя я вам его не показал, какой он там стоит, я сразу знал, что там стоит Lexar 512 гигабайт, NVMe Express 1.4 стандарта, PCI Express 3 X4. При том, что для PCI Express 3 он достиг фактически своего максимума. 3431 на чтение прямо, на запись 3134 фактически. Вот, отлично. И даже в рандомном чтении он набирает хорошие результаты, при том, что он не греется, там активное охлаждение, плюс радиатор они предусмотрели. Они молодцы в этом плане, вот они сделали классную вещь, вот действительно классную вещь. Поэтому по SSD-шнику вопросов нет, при том, что вы можете добавить еще один NVMe диск. А если брать, для чего он подходит, то PCMark вообще нам показывает отличные результаты. Если говорить про редактирование документов, про редактирование таблиц, то он отлично справляется. Смотрите, у него вот этот вот показатель Recalculate Monte Carlo, это очень охренительный показатель в плане того, что он оперирует огромными данными, и при использовании, если, допустим, текстовый процессор или табличный процессор по типу Excel, NetOffice и тому подобное, может использовать OpenCL, то есть аппаратное ускорение, то там будет всего лишь 3,31 секунда, 3,32. А тот же Intel 100, Intel 150, там печаль, беда, там до 150, до 190 секунд. Да, в принципе, что я вам говорю? Мы можем с вами открыть сейчас прямо вот спокойно наш NetOffice, чтобы вы понимали, как делается этот тест. Вот то, что мы делали, берется большой массив данных, заполняется 3 или 4 клеточки базовыми математическими формулами. Смотрите, какой массив данных. Он спокойно с ним работает, и потом берется, растягивается на 1000 строк туда и на 1500 строк вниз. Посчитайте, сколько в количестве. И это ж не просто копирование, любой процессор справится. А этот берет клетку за клеткой, переносит, рекалькулирует, переносит и при этом делает все одновременно. Это нереальная штука, и он с этим тоже отлично справляется. Поэтому не зависнет, можно не переживать на больших объемах данных. Поставьте еще одну плашку, вообще будет прелесть. По видеоконференц-связи идеальные у нас показатели для 4К видео, для работы с сайтами, для работы с соцсетями. Смотрите, 60 FPS на Shop Image, 264 FPS на 3D анимированных объектах на сайтах, потом плейбеки и энкодинги для видеоконференц-связи, старт программ в секундах. Это один из самых высоких показателей, которые я видел, 11120. Они все, которые выше там 8-9 тысяч, это очень высокие показатели. 9337 Essential, это классный показатель. 8000 продуктивность в рабочем моменте, классный. 6824, да, для видеоредактирования базовый, возможно, Full HD монтаж какой-то будет работать, но тут всего лишь 27 FPS показывает, тут я вам должен правду сказать. Но для фотошопа, для джимпа, для PaintNet 11500 это охренительный показатель, в общей сумме 5730. Извините меня, этот мини-ПК за его деньги он делает многие стационарники, которые стоят в 1,5 раза дороже, в 2 раза. Теперь смотрите, по фактическим частотам, максимальное, что я видел, 4 825 66 МГц.
видик наш достигал 2,4 ГГц и грелась она в среднем до 80 градусов. И я могу сказать, это правда. Чтобы вы понимали, на G713, который у меня был на этом проце, он грелся до 95. И все отлично с ним за 3 года. И вообще никаких проблем не было. Это один из самых стабильных процов. Больше тут мне вам показать нечего в самих тестах. Он отлично с этим справляется. Смотрите, теперь по тестам сети. Ну, давайте, во-первых, сравним проц. Вот, если брать там, вот если вы хотите, конечно, что-то мощнее, не заморачиваться с видиком, то можно брать на 7840. И о чем мы сейчас ведем речь? Давайте я вам сейчас покажу один момент. Поэтому посмотрим. Смотрите, это Zen 3 Plus у нас серия. 7840 это уже Zen 4, смотрите, Phoenix. Видите, Zen 3 Plus Rembrandt, а тут Zen 4 Phoenix HS. При том, что у них разница, тут 4,9 ГГц, базовая 3,3, а там 3,8 на 5,1, 8 на 16 оба, и там 4-нанометровый, это 6-нанометровый. Но при этом там, конечно, DTP пониже, здесь TDP 45 Вт. Ну и платформа немножко другая, хотя в целом при подсоединении внешней видеокарты вообще разницы никакой вы не заметите. Если говорить про спид-тест, пожалуйста, это результат у нас по Wi-Fi 6, я сейчас его переделываю специально для вас. Смотрите, у нас пошло-поехало, это в режиме реального времени. 1.3, это Wi-Fi 6 у него стоит, да, 1.4, 1.5, ну давай 1.5 сделай, 1.5 гигабит. 1,5 гигабит, я 2,4 уже даже проверять не буду, он везде работает примерно одинаково. Уже этих там сколько там будет, от 50 до 100 мегабит, старый мусорный диапазон уже, купите 5 гигагерцовый роутер и забудьте. Смотрите, 1,5 на 1100, а ну давай 140, а ну давай 140, вот 140, все правильно. Даже 159, взяли меня, обломали. Ставим LAN на J45, при том, что здесь два лана, можно спокойненько реализовать для трейдинга, для чего угодно. Для чего угодно. Давайте поставили LAN на J45, ждем подключения на LAN. 2,5 гигабита подсоединено, включаем тест снова и получим примерно такие же показатели, потому что я подозреваю, что Wi-Fi намного больше берет, сможет показать. Нет, а тут уже почти 2 гигабита. Я вам объясню, просто у нас там на облака выгружается, загружается, очень много работают в офисе ребята. И Лисичка, это ты сейчас там на драйве сидишь на Google? Ну, ладно, нет, сиди, нормально. То есть 1,7 на 1,8, 1,9 на 2, давай 2, давай, пальцы скостил. 1970 в пике, зараза. Короче, как-то так, 1945. Ну, это супер показатели. При том, что, пожалуйста, включаем, давайте, ютубчик, включаем. Давайте, 4К Geoplaces наши. Давайте, 4К Geoplaces. Врубили. И пошло-поехало. Сейчас у нас 4К. Давайте статистику для сисадминов развернем на полный экранчик. Смотри, не хочу. Вот это 4К 60 FPS. При том, что вы, действительно мощности проца хватит, чтобы у вас и в фоне таких видео 4-5 штук играло. На самом-то деле. И да, еще и полноценные танки. Да, полноценные танки, вы можете спокойно играть даже на этой встройке 680М, пожалуйста, без вопросов. Counter-Strike такой себе там будет 30-40 FPS максимально, хотя поиграть может, не буду насиловать, не буду показывать, то уже подсоединяйте внешнюю видеокарту и играйте на полных моментах. Но полноценные танки спокойно работают. 73, 70, 60 FPS. Бам! Есть контакт. Кого-то тут прилупили. Давай еще разочек. Ну давай, Акела, давай еще. Блин, я промахнулся. Ну все как обычно, в принципе. Тут удивляться мы не будем. Я даже победил. Ладно, ребят, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу. В конфигурации 6900HX классная балалайка, вот классный мини-ПК, мне очень понравился. Я его советую. Если хотите играть без доп. Вложений, 7840. Если хотите иметь такой вот вариант чисто для работы, вообще насчет видеокарты не заморачивайтесь, для работы вот так вот с головой. Ну, либо попытайтесь реализовать Oculink порт на полную, а он для этого, в принципе, и создан. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.